Ребята, всех рад приветствовать на канале Рыболов Копатель. Сегодня мы вдвоем с Серегой прибыли в одно интересное место. Когда-то здесь была немецкая железнодорожная станция. На сегодняшний день она заброшенная. Мы хотим походить вокруг нее, залезть в эту заброшку и проверить чердак. Чердак там точно есть, но мы не знаем, в каком он состоянии на данный момент. Вот здесь была железнодорожная станция. Вот этот старый немецкий домик. Тут продавались билеты. Сергей с нами сегодня. Здравствуйте. Серег, а ты говоришь, тут было курортное место, да, вообще? И народу Да, много. отдыхали немцы здесь постоянно, приезжали. Кант здесь любил гулять и писать стихи, слушать птичек. Ага. Потому что с той стороны очень огромные деревья. Ага. Грабы растут. Красота, Гробовая роща, короче. да, красота. Будь свободен, опускай. Водный. Вон он чердак. Покажи рампа там, поближе. Да, такой перрончик, да? Да. Похоже, что тут бездомные проживали. Смотри, Серег, зеркало антуражное. Да. Ага. Оно с резьбой даже там. Нет, не попадем мы туда. Нет выхода на него вообще. Здесь уже штукатурено. Диван воняет, ребят, просто жесть. Руку может дать. Коленку сюда закидывай. Только вот эти не сбей, смотри. Сбил одну эту. Ушла одна. Поручень один. Нам закрывать нельзя его никак. Мы проникли сюда. И мы на станции. Смысла в приборе, а тут все завалено шифером. Ну кое-где можно прозвонить, поэтому придется возвращаться в машину за прибором. Вот такая рама тут старинная, из-под старой картины. Картины нету, рама есть. Вот такая, на ней уже практически все нарисовано. Можно ее отшлифовать и красиво покрасить.
Вот нашлась и вторая. Теперь их уже две. Вот спортсмен. Подписывайтесь, друзья. Пипец пылища. Пожалуйста вам. Чердачный сохран, друзья. В земле бы вся была раскикерена. Первая находка, которую можно находкой назвать. Такая советская пуговка. Das ist Knopfen. Мы решили сейчас вот этот шифер убрать, стенки составить, чтобы хоть как-то можно было прозвонить. Судя по всему, крыша перекрывалась уже неоднократно, поэтому все основные находки забрали еще до нас. Люди ходят вокруг и думают, наверное, бомжи уборку затеяли. Не на шутку. Смотрите, как мы прибрались. Красота, можно прозванивать еще. Убрали площадку немного, друзья, и сразу же Деталь какая-то. Вот он, родимый, тематическая находка. Работаем в очень тяжелых условиях, друзья. Потом заливает глаза. Пылища невозможно. Что-то звенело, как будто в тайнике. Провод, что ли? Ну, медный провод звенел. ни хрена нету, друзья. Чердак пустой. Сейчас пойдем рядом покопаем. Тут-то по-любому что-нибудь найдем. Лайкосики ставим, друзья. Да, друзья, к сожалению, ни о чем оказался чердак. Ну ладно, пойдем вокруг позвоним. Посмотрите, я заметил такую вот штуку. Вот так вот Павел работал. Бахрома. Волос нету, так хоть. Рядом посмотрите, друзья. Может, это тоже к станции имело какое-то отношение? Да. Может, работники какие-нибудь. Тут вот сарай рядом. Посмотрите. Наверху вон тоже ставни были, посмотри, заложили. Кладка, видишь, свежая. Петли остались. А там уже все полы провалились между этажами. За грушами пошел в дикий сад. Я вот вокруг станции хожу.
Пуговка кительная, пожалуйста. Тут что у нас? О, остатки противогаза. Латунька вон сверкает. Напильник или надфиль, как он. Сгнил до талого, друзья. На металлолом. И какой-то сигналец здесь вроде хороший. Смотрите. Что у нас тут? Опачки. Неожиданно. 1/2 марки, пожалуйста. Зачет. Не зря приехали. Класс. Красный провод какой-то. Телефония, наверное. Медь. Один напильник к товарищу. Опа. Планка от карабина Маузер 98. В нее патроны стоя ставились и задвигалась. Латунная. Выбросил он еще монитосик. Позванивает. Наверное, цинковый. Ой. Сейчас перчатки сниму. Попробую добраться до картинки. Один феник. Цинковый. Подзаплыл. Серега, может, груш принесет хоть перекусить. Такой вот шурф у меня. Новые обрушения, друзья. А новые обрушения, они сулят новые сигналы и новые находки. Где-то туда поодаль чуть-чуть зазором возьмем. Блин, жалко, вот тут отломанное. Это перо. Не находишь? Шарль Пьеро. А бывают золотые шприцы. Вот тебе, пожалуйста. Медь облупляют, друзья. Ну, блин, как тут не взять? Ну, маленькая, ну, чуть-чуть. Как там, Серег, курочка? По зернышку. Курочка по зернышку. Посмотрите, ребят. Вон, лопнула. Генерал варил мне. Но я копаю как рвач. Поэтому лопата лопнула, играет уже. Скоро буду новую покупать. Но этой до последнего работаю. А кто тут у нас? Наверное, 5 фенигов. Или 10. Цинковые. Десятка. 10 фенигов, друзья. Вот так вот облупляем стенку. И что-то... Блин, видишь, жалко, чердак, видать, строители, которые перекрывали, они все... Да, скорее всего. Зримое и незримое забрали оттуда. Поэтому ничего нам не оставили. Но вокруг вон что-то попадается. Плохо видно, наверное. Какие-то вон банки, стекла.
свиток проводов. Бахрома такая. Надо ее выкапывать, а то она наводит мне тут фон. Ну что, ребят, такой выезд у нас получился сегодня. 10 потов сошло, но времени, к сожалению, больше копать нет. Но мы сюда еще вернемся. Место перспективное, ковыряться можно, далеко ходить не надо. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, пишите комментарии. А кто хочет поддержать, снизу в закрепленном комментарии есть реквизиты, друзья. Это не обязательно, но приветствуется всегда. Все, всем пока.